Я был еще сырой, и скорее это было несвоевременное приглашение. И смотрим, что нету ни кошельков, ни телефонов. Просто такой стервятник, хищник в хорошем смысле. Когда я разбегался, он с локтя ударил меня очень сильно в лицо, судья не заметил. Автобус подъезжал, все смотрели, у нас женщина выходит из автобуса. Психолог — это, наверное, человек, который так же необходим, как и тренер в команде. Надо подготовить игрока, и тогда его купят. Подписывайтесь на канал BetSafe Прибалтика и не пропустите очередной выпуск Воско Тайм. Воско Тайм. Александр Петрович, вы родились в Мадане, в Латвии. Когда вы поняли, что вы хотите стать футболистом, и как начинался ваш путь именно как футболиста? Мадана – это маленький, небольшой город в 100 километрах от Риги. И в моей судьбе, как будущего футболиста, наверное, большую роль сыграл тренер, учитель физкультуры. В принципе, он не был мастером футбола, он не был вообще футболистом. Он был просто хороший человек, учитель, который приучил меня заниматься футболом и вообще полюбить футбол. Так что в этом плане я ему благодарен. Это и профессия на долгие годы, и удовольствие, которое я получал от игры в футбол. Если бы вы не стали футболистом, как бы сложилась ваша судьба? Может быть, поддерживали вас ваши родители или, может быть, советовали пойти по другому пути? Нет, я вообще, как и многие в то время, и занимался спортом, занимался и учебой. Я закончил во время своей карьеры футбольной, я закончил политехнический институт, и не дай бог, если бы я стал инженером-строителем, но я его закончил, и также потом закончил институт физкультуры, чтобы, когда я понял, что я уже со спортом, с футболом буду связан и дальше, и после молодых лет. Так что в этом плане, учеба, я думаю, что спортсмену помогает. Она помогает и свою карьеру развивать, и просто мышление развивать. Это очень важно для футболиста. То есть, если мы говорим сейчас о молодых людях, о молодых футболистах, то вы бы посоветовали все-таки по возможности учиться, если это позволяет тренировки? По крайней мере, это не мешает. Ни тогда не мешало, ни сейчас. Надо какую-то, может быть, своеобразную лень свою побороть. Но, наверное, так. В вашей карьере игрока была команда из Риги Даугава, в составе которой вы играли в первой лиге первенства СССР и были одним из самых результативных игроков, но также было и московская «Динамо», за которой вы не сыграли ни одной встречи, но она числится у вас в вашем послужном списке. Почему? Я не знаю, это уже составители вот этих, наверное, списков послужных. Я действительно был, мне было, наверное, 22 года, и я довольно был, наверное, перспективный игрок с точки зрения московского «Динамо», и меня пригласили туда, в главную команду, и я где-то полгода потренировался с большими мастерами рядом, которые играли в сборной Советского Союза. Но я был еще сырой, и скорее это было несвоевременное приглашение. Но я вернулся в Ригу. В принципе, я всю жизнь прожил в Латвии, и потом как тренер и как футболист я всегда себя чувствовал немножко не в своей тарелке, где-то за пределами Латвии. То есть вы больше такой домосед? Может быть, не домосед, но, по крайней мере, нужна своя природа, может быть, нужен свой близкий круг людей, друзей, родственников, наверное. Из-за этого это надо тоже всегда учитывать, и в том числе, когда мы комплектуем, я уже как тренер или как руководитель комплектуем команды, очень важно создать среду в команде, которая для игроков была бы хорошая, позитивная. Это важнее даже, чем наличие звезд в команде. Надо создать среду. А это одно из
одна из тех позиций, где вот он комфортно чувствует себя и не требовать от него, от игрока, вот мы тебе хорошую зарплату, у тебя хороший контракт. Почему ты не такой, как был в прошлом году, там дома у себя или в другом клубе? Но вот такие вещи, они всплывают и раньше, и сейчас. Как создать эту среду, чтобы он чувствовал себя комфортно? Это задача только тренера, задача, может быть, сторожил команды, или, если мы говорим опять же о тренере, тренер это не только человек, который определяет тактику, но это и психолог, и, может быть, как второй отец. Ну, наверное, тренер доминирующую роль здесь играет, но очень важна такая вертикаль: президент, тренер, игроки. Ведь тот же Ливерпуль, посмотрите, что сейчас берут все пример с Ливерпуля. Они сильная команда, они играют великолепно. Они, чтобы была сильная оборона, они покупают За 70 миллионов. Да, за 70, за 80 миллионов. Вирджил ван Дайк. Да, и они усиливаются, но они берут и тренера. Они берут не только Клоппа за большие деньги, но они берут и ассистентов ему. Они берут и психолога, вернее, он уже скомплектует. То есть он не просто приходит один и говорит грамотные вещи. Нет, он берет ассистента, он берет аналитика, он берет психолога, он берет тренера по аутам, он видит проблему. То есть они укрепляются со всех сторон. Поэтому они когда-то там забили Барселоне, по-моему, прямо с углового. Практически Барселона не была готова к этому. Они, наверное, а это гол, это большое преимущество в игре. То есть, вот, ну, и очень, очень важно вот создать среду. Тот же Клопп говорит, что среда – это главное для того, чтобы сделать команду. Ну да, если мы говорим о Ливерпуле, то лучший игрок последних лет Рагнар Клаван Эстонии, он как раз и играл в Ливерпуле, сейчас он играет в итальянском Калери, и опять же, беседуя с ним, он практически один в один сказал то, что сказали вы, поэтому… Кстати, вот когда играл эстонский футболист, я следил и прослеживал, потому что это очень интересно, как он в Эстонии вырос до вот такого уровня. Это даже не сильнейшая лига, это топовая команда, и туда просто так не попадешь. Наверное, у него были хорошие тренера, которые его ввели вот здесь. Как вы думаете, вот как раз этот вопрос к вам, Александр Петрович. Многие в Эстонии говорят, что Рагнар Клаван, которые, может быть, люди, ну не то чтобы поверхностные к футболу, но видя Рагнара Клавана, говорят, как Рагнар Клаван может играть в Ливерпуле, почему образно не другой игрок. У нас есть Константин Васильев, да, чья карьера за границей не была такой яркой. Как вы думаете, может быть, это связано с определенным везением, или многие подчеркивают тот факт, что Рагнар Клаван показывал себя именно в топовых матчах, не с середняками и аутсайдерами, а именно там, где ответственность высока, и он показал именно свой характер. Я думаю, это такая, не хочется обижать, это дилетантский подход вот такой, но как ты в ответственном матче, топовом матче, покажешь мастерство, которое впечатлит тренеров Ливерпуля и тебя туда купят. Ну как? Если у тебя нет багажа, если у тебя нет многолетней такой подготовки, если у тебя нет там всех таких ресурсов, что ли, для большого футбола, ты не сделаешь. Один раз, может быть, случайно. И то не выиграешь. Случайно, вот говорят всегда, случайно можно проиграть, но выиграть случайно нельзя. Там большая работа, так сказать, сзади кроется. Но если мы говорим о Рагнаре Клаване, вы, наверное, не знаете, Александр Петрович, я только начинал свой путь, играя в таллинской Ливадии. Тогда он играл в таллинской Флоре, и вот это был 2004 год. И мы подавали угловой, Рагнар держал меня. И тогда я разбегался, и он с локтя ударил меня очень сильно в лицо, судья не заметил. Но вот это было, наверное, мое такое знакомство с Рагнаром. Приятно. Да, очень такое приятно. Впоследствии, конечно, мы вспоминали, и сейчас мы являемся друзьями. Это спорт, тогда только все начиналось. Но, может быть, этот характер, когда он показал его в 20-летнем, или даже было ему 19 лет, вот на мне, может быть, это и сподвигло его к тому, что… Да.
Но Или это характер, это немаловажная составляющая вообще футболиста или большого футболиста. Это характер. Может быть, то, что он в молодом, юном возрасте, он не боялся спорить там на поле с уже опытным, заслуженным игроком, это тоже показатель его. Это тоже плюс. Если мы говорим о чемпионате Эстонии, Литвы, Латвии, как вы думаете, когда кто-то из этих стран появится снова в топе английских команд? Или вообще в топе, может быть, не только английских, но и немецких? Есть ли такая возможность? Есть ли перспектива у латвийских, у эстонских футболистов, даже у российских? Ну, вот когда-то говорили, наверное, когда я еще играл в футбол сам, говорили, вот, ну, закрытая страна, и хотя футболистов много, но мы бы там играли где-то там в топовых чемпионатах Европы. Потом границы раскрылись. Но не стало очень много наших футболистов там. Я думаю, что у нас не так много, может быть, единицы игроков для топовых лиг. Для топовых лиг не единицы. Я думаю, что чтобы вот такую создать, ну, скажем, такой конвейер по производству таких игроков, нужна вот такая команда, которая будет работать очень качественно. Нужен тренер, нужен президент, нужен хозяин богатый, который будет, ну, атестить, это по-латышски, это развивать команду, развивать игроков, то есть вкладывать деньги в развитие. И я думаю, что даже вот такой подход, чисто психология, сейчас, может быть, 10 лет последних, в наших странах, маленьких странах, говорят, надо продать игрока, ну, чтобы клуб Существовал. да, продать. А меня всегда это корёжило, потому что нельзя путать, надо подготовить игрока, и тогда его купят. Потому что если ты хочешь продать, ты просто назойливо показываешь его, где попало. И игрок от этого не становится, ну, более такой, ну, вкусный для западных клубов, для хороших. Нужно играть так, чтобы за этим игроком ехали, смотрели на каждую игру. Ну, может быть, не чемпионата Эстонии или Латвии, а сборной Латвии или сборной Эстонии. Ведь мы же играем в течение года с топовыми командами, ну, или со средними командами. И поэтому, ну, нужно понять, в чем сегодня тренд в футболе, я так думаю, очень важно понять, каких футболистов надо готовить. И тогда зряче уже грамотно готовить их в тренировочной и игровой работе. Тогда это будет хороший продукт для скаутов. А вот это слово, которое стоит впереди, надо продать. Не продашь. Ну вот хоть убей, не продашь. Вы согласны с тем, что, может быть, да, человек, не обладающий достаточной техникой или физическими данными, но имея хорошего агента, имеет больше шансов уехать за границу, чем человек с более богатым багажом технически, но с менее, скажем, успешным или знаменитым агентом? А сейчас я думаю, что нет. Какое-то время, я повторяю, когда не было такой связи с Западом, не было телевидения, не было интернета. Сегодня ты любого интересного футболиста можешь посмотреть чемпионат Вьетнама или Китая. Ты нажал две клавиши, и ты смотришь очередной тур вот этих чемпионатов. Ты его видишь. Так и здесь. Он может играть в чемпионате там, с Европы с 17-летнего возраста за сборную свою, маленькой страны. И тебя все видят, если ты сильный. Если ты сильный. У нас сегодня в Латвии в U17 сборной есть один футболист, зовут Дарио. Не буду называть фамилию, но он бежит быстрее, я не знаю, быстрее, чем Верпаковский у нас бегал там 10 лет назад или 15. Он агрессивный, он форвард, он просто такой стервятник, ну, хищник в хорошем смысле. И пару лет его же все смотрят. В чемпионате Европы, в отборочном раунде, Кубке Балтии. Его все видят и будут писать, его будут показывать, если он достоин. Да, если он забьет 3 гола в каждой игре, и он будет. Вот. И дай бог, чтобы у него... Агент, конечно, нужен, но мне кажется, большая роль агента
особенно сейчас, она сводится к управлению игроком, чтобы у него, условно говоря, футбол был на первом месте. Футбол был на первом месте. Я вспоминаю, я был в московском «Спартаке», там купили дорогого футболиста, бразильца из итальянского клуба. Ему было 25-27 лет. Что нас поразило, что он приехал в Москву с семьей из Италии. Он там жил, несколько лет играл, очень хороший футболист. Он приехал, он, жена, дочка, теща, собака. И он приехал, и все таким. Взяли транспорт, такси, там, транспорт был от клуба, и он сразу поехал сам в Тарасовку на тренировку. А семью все отправил с менеджерами, чтобы они устраивались, чтобы они смотрели квартиру. Вернее, она была подобрана. Он с первого дня включился в работу. Александр Петрович, мы уже говорим о вашей тренерской деятельности. Сейчас мы плавно подойдем к «Спартаку», но начинали вы свою тренерскую деятельность в рижском «Сконто». И 12 лет подряд вы были чемпионом страны, и я думаю, что я не открою тайну, скажу, что «Сконто» гремело не только в Прибалтике, но и во всем, наверное, постсоветском пространстве, да и в Европе. Почему? Сразу после развала не было конкуренции или настолько сильна была база и финансовая поддержка «Сконто»? Ну, я думаю, тут, конечно, нам повезло с президентом. Президент создал команду, она была такая полулюбительская, на осколках вот как раз Советского Союза, там то, что было в Латвии. И он меня через 1-2 года пригласил как главного тренера. И потом вот я там где-то 10-11 лет тоже выигрывал вместе, но создавал условия. Но я создавал тренерский штаб, который работал над задачей. Были задачи четко поставлены. Подготовка хороших футболистов, которые играли бы за национальную сборную на уровне, на хорошем, и которых можно было подготовить и продать в западные клубы или в какие-то. У нас Юрий Лайзен, мы его продали в ЦСКА, который через год взял кубок, Лигу Европы в старом формате. То есть он играл, игрок состава там был, он был подготовлен. Он технически, ментально, тактически, физически он был готов к игре за ЦСКА в чемпионате России. Или там мы продали Игоря Степанова в Арсенал лондонский. И Марьяна Пахаря продали в Саутгемптон, премьер-лигу, где он играл довольно долго и забивал много голов. То есть, видимо, нам удалось тренерам сделать такую систему, которая позволяла бы нам растить, воспитывать игроков. Да, тоже, кстати, и тренер по физио появился, и тренер вратарей очень качественный, и тренер, и психолог. У нас всегда был психолог, и мы сначала на нас так подшучивали над нами. Мы ездили в Москву, там был традиционный зимний турнир Содружества. И мы ехали на игру, всегда автобус подъезжал, все смотрели, у нас женщина выходит из автобуса. Это же не по-футбольному. Нет, она была с нами, и она нам очень много пользы принесла. Вы сказали, что Марис Верпаковский, Марьян Пахарь, Игорь Степанов, Юрий Лайзенс, Михаил Землинский – это игроки «Сконто» и позже сборной Латвии, костяк, который, как вы сказали, вышел на чемпионат Европы в 2004 году, где в отборочном цикле вы обыграли Турцию. Вы можете вспомнить ваши чувства после победы над Турцией и ощущением того, что вам предстоит ехать на чемпионат Европы? Я бы добавил к этому списку игроков, ради справедливости. Да. Калинько. Отличный вратарь и Благонадеждин, классный крайний защитник, и два фланговых полузащитника, это Андрей Рубин и Блейделис.
И вот если говорить ну, о трендах, что тогда было в то время, когда мы выходили, когда играли в сборной, что было в тренде, какие skills вот нужен у футболиста? Скорость. Скорость и общая командная скорость у нас была очень сильная. Это Верпаковский и Пахарь, они спринтеры, и Блейделис, и Рубин, и Благонадеждин. То есть была сильная, быстрая команда. Вот. Ну а какие, ну, конечно, было. Вообще потом очень часто, очень много повторяли, что мы выйдя на чемпионат Европы, мы сделали чудо. Потом это забыли, и я вот так иногда думаю, ну почему же вы ругаете сегодня сборную за посредственные результаты? Ну там было чудо, там не было, как сборная Германии, все время в финале, и тут не вышли, ну давай мы их покритикуем. Для нас это был какой-то сон. Другое дело, что когда мы проснулись, там через месяц, и я сказал ребята, через 3 месяца чемпионат Европы или там через 5, если мы там плохо сыграем, забудут вас, через 5 лет забудут. Если мы проиграем по 0,8, по 0,7, скажут, ну, случайно там все. То есть мы и на следующий год мы готовились очень серьезно, вот после турков мы серьезным образом готовились и предусмотрели все, и чтобы игроки были в хорошей форме, и они не зазнались, и чтобы у нас была хорошая раздевалка, хорошая скамейка. Потому что, как говорят, что скамейка, она иногда в игре не может помочь, а помешать может. То есть, если там плохой микроклимат среди запасных, мы тогда многие там игры не дотянем до хороших. Я могу сказать, что я помню тот чемпионат и помню, что многие болельщики говорили перед началом того первенства, что Фортуна подошла, ну, то есть закончилась у сборной Латвии, сейчас она на чемпионате мира получит, как говорится, полную катушку. И, наверное, очень приятно, что вы и ваша команда сумела по-другому сделать. Да? То есть первая игра с Чехией 2-1, ничья с Германией. И я читал сегодня интервью одного из игроков того времени, он сказал, что футболисты Германии были настолько расстроены, что они даже не стали меняться, убежали сразу в раздевалку, а игроки Латвии еще полчаса радовались этой ничье. Наверное, это исторически. И сколько еще надо будет ждать, чтобы дождаться действительно балтийской страны на чемпионате Европы и сыграть действительно достойно, так же, как и вы сыграли. Мы ждать не должны, мы должны и вместе с футболистами готовиться, готовить себя, очень много работать, и тогда, может быть, вот чудо тогда и произойдет еще одно. После чемпионата Европы вы лично ожидали каких-то предложений от других клубов внутренне? Вы ждали, что что-то будет? Ну, на самом деле, я вот где-то там с 93-го года я в Сконто. Ну и мы становились чемпионами, иногда кубок выигрывали, и потом еще раз чемпионы, еще. Ну и как обычно есть скептики. Есть такие нормальные люди, они говорят, молодец, хорошо. Кто-то говорит, да, что-то в деревне ты выигрываешь, на первенстве там, я не знаю, там. Вот ты поработай за границей. И в принципе уже 10 лет прошло, и перед чемпионатом, вот, когда шел цикл вот этот, мне уже было предложение из российской премьер-лиги, вот, один клуб уже говорил, и я тогда не смог, очень хороший, который сейчас, даже сейчас он еще жив и на виду. Я не мог просто принять предложение, потому что мы вышли в чемпионат Европы, и нельзя было уходить из сборной. А совмещать ну это было нереально. Вот. Ну и потом, когда закончился чемпионат, да, практически сразу было предложение, которое так получилось, я и принял. От «Спартака»? Да. Леонид Федуман лично позвонил? Ну, там был разговор не с хозяином, а с спортивным директором, и таким образом состоялась встреча, и
Вы сразу дали ответ. Я сразу дал, да, был, если откровенно говорить, и точно мы договорились, что я со следующего сезона приму команду, потому что надо, на мой взгляд, надо поступательно и комплексно, надо переходить к другой работе, надо быть готовым. Не так с поезда спрыгнул, и ты будешь разбираться в этих делах. Но потом ситуация у них так сложилась, что через пару-тройку недель уже был звонок такой: или сейчас, или никогда. Ну, я пришел где-то за 7-8 туров до конца чемпионата. Вы помните свое первое знакомство со «Спартаком», когда знакомство произошло именно с командой? Да. Это было в Тарасовке? Да. Было волнение? Ну, естественно. Там перед этим были встречи с руководством, были пресс-конференции, как обычно. Я не хотел бы там вдаваться, потому что прошло довольно много времени, можно как-то что-то напутать, порядок шагов. Но примерно как и у всех, как и у тренеров, когда ты приходишь в новую команду, там есть представление и знакомство, кого-то я знал. Так что я, кстати, приехал в «Спартак», там был игрок сборной Чехии Мартин Ираник. Он играл в «Спартаке». И не отвечаю за точность, но примерно так. Мы потом общались с ним, и он говорил про чемпионат Европы, что когда первый тайм Чехия, Латвия, и Латвия 1-0 ведет, они пришли на перерыв, и они реально не знали, что делать. А это была самая, наверное, играющая в то время команда Европы. Самая. И много мастеров. И Недвед, и кого только Баруш, и кого только не было. Но вы отдавали себе отчет, в какую команду вы идете? Что давление будет совершенно другое, нежели если бы вы были тренером. Я отдавал себе отчет, но я, честно говоря, не ожидал, что такое давление будет. У меня на первой пресс-конференции, которая была после первой победы, мы выиграли первую же игру, когда я был главным тренером. И готовил команду, и была пресс-конференция, много было журналистов, прочих, там вопросы, пресс-атташе отсеивал какие-то, он знал, как это делать. Но все-таки один вопрос прозвучал: когда вы уйдете в отставку? То есть там же, и не смешно. То есть вот такой. Но в целом, как я вспоминаю, это был очень хороший уровень, очень высокий организационный и игровой, и футбольный в том числе. На тот момент московский «Спартак» — это топ России был? Нет. В то время топ это был ЦСКА и «Локомотив». И там был до этого эра Романцева, великолепного тренера, который ставил игру, развивал игроков, но это несколько лет было, да. И он уже, может быть, 2-3 года, за точность не берусь, но 2-3 года его уже не было. И после этого была просто смена тренеров, регулярная и хаотичная, мне кажется. А это всегда влечет за собой что? Новый тренер, несколько новых игроков, несколько уходят куда-то в тень, потом следующие другие несколько новых, а некоторые игроки основные уходят в тень, и через несколько смен тренеров там уже очень сложная ситуация. До вашего прихода «Спартак» 2 года не попадал в тройку, и с вами он стал серебряным призером чемпионата России. Александр Петрович, когда вы приходили в «Спартак», и сейчас вы сказали, что тренер приходит со своими игроками, я понимаю «Спартак», и там потусторонних людей, наверное, не может быть в принципе, но для себя вы понимали, с кем вы идете дальше, какие позиции нужно укреплять и с кем расставаться? Я не прошу называть имен. У меня было время. Я пришел на какая-то треть или четверть чемпионата еще, я доработал и познакомился очень хорошо с игроками. Хорошие игроки были, и даже те, которые на следующий год я не оставил, не захотел, они были качественные игроки. Но они не попадали в мое видение футбола. Они не попадали даже в связь с другими игроками. То есть, я повторю, такие частые смены, да, и хаотичная селекция,
на протяжении 2 лет, да, она хаотична. Если там один тренер работает, он 2 года подбирает игроков все-таки под свою игру. А там этого не было, и, конечно, пришлось просто оценивать команду и уже намечать какие-то селекционные покупки или переходы игроков. Я пришел туда со своим ассистентом, тренером из Сконта, который работал и в Сконте и помогал в сборной. Вот, и мы такие были, мы сдружились там с другими тренерами, ассистентами, и тренером вратарей, так что коллектив был хороший. Я не могу ручаться за достоверность источников. Все это взято из интернета. У игроков не было претензий к вам, да, были претензии именно ко второму тренеру, что он якобы контролировал игроков, контролировал их режим. Было ли такое, то есть что действительно направляли кого-то, точнее своего помощника, чтобы проверить, режимят ли ребята или нет? Не, это все такие преувеличения, мягко говоря. В любой команде должен быть порядок, в любой стране. И если есть, если там все в порядке, то никто никого не глушит, не душит. Там. В этом плане у нас было довольно демократично. Я повторяю, у нас был хороший коллектив, хорошие профессионалы. Другое дело, что, как в любой команде, если говорить вообще в этом аспекте, тот, кто не играет, тот более недоволен. Да, особенно мы провели такой напряженный первый год целый, который я провел в «Спартаке», он получился на финише очень удачный. Мы сломали какое-то превосходство и «Локомотива», и ЦСКА. Было очень сложно, потому что там и в футбольном плане они были очень сильные, и в плане того, что у них уже готовая команда, и она просто дает результат. А мы только ее начинаем строить. У нас там 3 защитника есть, а крайнего нет. И у нас там все время какая-то проблема. Или там под нападающим, или там тот же Титов был, который плеймейкер вообще великолепный. А сильнее я не видел игрока вот так живьем. Но он год или 1,5 провел после дисквалификации. Он вообще не играл. Ну, что такое 1,5 года не играть? Это значит, что он не в форме, он близок к своей, он умеет, но он еще не все может делать. То есть мы за целый год провели очень большую работу, мы стали вторыми призерами и получили место в Лиге чемпионов. И на следующий год уже, конечно, те, кто не получал место в составе, а время-то бежит, игра и другие тренды, уже некоторые игроки просто не успевают просто за современным футболом, как это не печально. И чаще всего это бывает, я просто предупреждаю ваш вопрос, чаще всего это бывает с опытными звездами, которые говорят, как, я не играю, да вы что, с ума сошли? Это же везде, это в детском футболе, в юношеском чемпионате Эстонии, или в чемпионате России, или в чемпионате, я не знаю, там, Испании. И везде есть скандалы, вот именно эти, амбиции, которые не складываются с сегодняшним состоянием. А насчет там ассистента, я тоже был в курсе, конечно, этих претензий, но я считаю, что это вообще не солидно даже поднимать этот вопрос. Да. Вы намекнули о моем вопросе. Мы говорим о Дмитрии Аленчеве. Хоть я был молодой, я прекрасно это помню. И позже, читая статьи или, скажем, интервью западных игроков, они были в недоумении, как такое возможно. Напомню, что Дмитрий Аленчев, на тот момент звезда, выигравший Лигу чемпионов в составе Порто с Жозе Мауриньо, сам обратился в редакцию «Спортэкспресс» и назвал Александра Старкова «Тупик для Спартака», где описал, как он видит эту ситуацию. И Леонид Федун, он лично позвонил вам и выразил вам свою поддержку. Да, однозначно. Но
Для вас это был сильный психологический удар? Ну, психологически нет, это просто удар, это удар под дых. Ну, как в любом коллективе. Я не скажу, что в семье, в любом коллективе. Я не дай бог, я вот сам много играл, не у Мауриньо я играл, но все равно я в футбол, я знаю, что такое коллектив, что такое, ну, иерархия, где принимаются решения, кто должен чем заниматься вообще. И я так себя вспоминаю, но вроде бы у меня таких вот, как игрока, таких действий, поступков не было. Слава Богу. Как вы думаете, у Дмитрия Оленичева есть будущее тренера? Не знаю, мне это мало интересно. Вот мало интересно. Я вообще ездил и на сборы довольно часто после этого, да, и со сборной Латвии, и с клубами там. Я встречаю футболистов, там, бывших, вот из той компании, очень теплые всегда встречи, и нельзя сказать, что мы там в засос целуемся. Но это нормальные встречи. Не так давно там и Ковтуна, и там Парфенова, и там Бояринцева в прошлом году каким-то образом я встретил, где-то он там, где он, в Вязьме, в Клязьме, где-то работает, в каком-то клубе второй лиги. То есть это нормальные отношения. Вы работали с Романом Павлюченко, которого Гус Хидинг называл спящим гигантом. Вы работали с Егором Титовым, о котором вы хорошо, тепло отзываетесь. И опять же, если верить СМИ, за него Бавария предлагала огромные деньги. Это действительно так? И если мы говорим о Романе Павлюченко, что он уехал все-таки в Англию, почему Егор Титов так и не смог себя реализовать за границей? Да, он реализовал себя капитаном «Спартака», он блестящий игрок и один из лучших, наверное, за всю историю постсоветского периода. Вот многие говорили, что он забоялся, да, пойти, забоялся конкуренции. Но так ли это и как вы думаете? Трудно сказать. Во-первых, там, когда у него был пик, я его не знал близко. По-моему, это было до этих лет. Вот. И там же многое решает какие-то факторы, которых мы не знаем. Может, ему предложили хороший контракт здесь, такой, от которого он не может отказаться. Может быть, какие-то семейные обстоятельства. Трудно сказать. Может быть, агент не был очень такой настойчивый, да, а может быть, наоборот, агент был такой, что сказал, не надо никуда уходить. Мы не знаем. Но то, что игрок по потенциалу сильный, конечно. Александр Петрович, вы подали в отставку с поста главного тренера московского «Спартака» после ничей с Москвой, ФК Москва, которую тренировал Леонид Слуцкий. Это решение возникло во время матча. Напомню, что вы после первого тайма выигрывали 3-0. И во втором тайме упустили победу, сыграв ничью 3-3. То есть это было эмоциональное решение или оно зрело у вас еще до матча? Ну, там все так складывалось, подталкивалось, да, что мне надо было уходить. Но после такой неудачи, вообще игра на самом деле, это та, к чему мы стремились. Это вот тот тупик, куда мы стремились. Там, я помню, команда «Москва» у Слуцкого. Но это вообще был, по моим ощущениям, да, кошмар для многих команд. У них там аргентинец еще играл. Бракамонте? Да, Бракамонте. Это вообще была какой-то ложь, какая-то скрытая такой феномен. Какой-то он везде, он все делал, он разбирался. С ними очень сложно было играть. И когда мы 3-0 в первом тайме выигрывали, это вообще на фоне, это была фантастическая игра. А потом в перерыве, это бывает, я не ищу подводных камней. Многие искали потом. Да нет, они там кто-то слил там. Нет, я думаю, что Милан с Ливерпулем играли. Кто там кого сливал? 3-0 в первом тайме, 3-3 во втором, и извините, и по пенальти проиграли. Милан тогда была отличная команда. У них не было каких-то подводных, они были дружные, они были профессиональные, сильные футболисты. 3-0 ведут и не выиграть игру. Ну как вот у Шевченко спросить, слушай, Шевченко, как? Андрей, как ты с 5 метров
при счете 3-3 вообще тебя съел этот вратарь. Ну как? Как возможно для форварда? Он не объяснит же это. В 2011 году сборная Эстонии вышла в плей-офф чемпионата Европы. И тогда большая честь для меня, что я принял участие в этих стыковых матчах. Мы играли со сборной Ирландии, и дома мы уступили со счетом 4-0. И тогда Кашай, ныне возглавляющий судейский корпус России, удалил у нас двоих игроков. А как вы думаете, вот у самих судей вот это вот предвзятое, может быть, отношение к маленьким странам существует, или опять же это выдумки прессы или выдумки Я игроков? думаю, что существует. Это Неформально, даже, но есть. да, может быть, даже неосознанно. Там он играет человек из Ман Юнайтеда, и кто-то, он возмущается действиями там, я не знаю, воскобойника. Конечно, он интуитивно он примет другую сторону. И, конечно, это касается не всех, не вся, но очень многие вспоминают нашу игру с немцами. Немцы, болельщики или прохожие. Это у нас, я помню, как-то в Риге после нашего чемпионата Европы просто немец, который говорит: да, тренер, это вы хорошо играли, но английский арбитр вас просто сплавил там с немцами. То есть не мы ищем там виноватых. Это есть, к сожалению. Это так же, как против Ювентуса. Эти многие такие не топовые клубы, они стонут всегда после, потому что судья, на их взгляд, им не очень хорошо отсудил. Как вы думаете, в России до сих пор есть негласная работа с судьями именно со стороны топовых? Недавно, если мы говорим о «Спартаке», невозможно не говорить о «Спартаке», потому что это народная команда. И недавно Леонид Федун поднял вопрос о снятии с чемпионата этой команды, потому что даже с введением системы ВАР, по-моему, еще больше вопросов стало. Или это все-таки вот эта работа с судьями, она отходит на второй план, и, как вы сказали, нужно доказывать игрой и собственным. Но работа как сама по себе, она может быть приняла другие формы, или может ее нет. Но вот это давление, когда авторитет давит, авторитет, ну не говоря про «Спартак», потому что они, правда, большой клуб, море болельщиков, а вот так, когда мы играем на чемпионате Европы или отборочные матчи, там вот эта вот дистанция существует, и судья поддается давлению. У вас есть 2 награды, может быть, я ошибаюсь, может быть, есть еще. Вы мастер спорта Советского Союза и обладатель ордена 3 звезд. Я понимаю, что орден 3 звезд вам присвоен за заслуги перед Отечеством 1 степени, именно за то, что вы сделали для латвийского футбола. Мастер спорта. За что? Ну, мастер спорта, вообще я очень дорожу этой наградой, потому что в футболе мастер спорта, особенно вот такой из маленькой республики, было сложно вообще получить, потому что мы ее взяли как победители первой лиги в каком-то там году. Вот, и нас в Латвии таких не очень много, мастеров спорта по футболу, и мне очень дорого эта награда. Перед началом нашего разговора, еще неформально, без камер, я спросил вас, знаете ли вы, что вы стоите в одном ряду с такими игроками, бывшими игроками, как Ференц Пушкаш, Михаил Лаудруп, Альфредо Ди Стефано, Олег Блохин, Лев Яшин, Март Пом из Эстонии. Вы не смогли ответить, вы догадываетесь или нет? Я сфотографирую потом этот вот листок. В 2003 году, к 50-летию УЕФА, был проведен опрос, и каждая страна выдвигала лучшего футболиста своей страны за 50 лет. И этим футболистом были вы. И опять же повторюсь, для меня сегодня огромная честь, да, находиться с вами рядом, с таким человеком. Вот вам такая информация. Спасибо за напоминание. На самом деле я это знал, я вспомнил. Я не был уверен, что идет речь именно об этом. Да, спасибо. Воско Тайм. Если мы говорим о сравнении
эстонского футбола и латвийского, кто сейчас впереди? Эстония или Латвия, на ваш взгляд? Ну, объективно Эстония, конечно. Объективно, по цифрам, по рейтингам, по прошлогодним или позапрошлогодним успехам. Мы уступили вот такой темп, но, надеюсь, это спорт, тут нельзя дремать, и мы сзади. Надеюсь, что мы скоро догоните. Да, ну, по крайней мере, у нас пример ваш есть, потому что многие говорят так: вот посмотрите, что там в Бельгии, что там вот в этой стране, как они там. А вы рядом, и вы впереди. То есть у нас примерно одинаковые климатические такие, может быть, ресурсы людские, финансовые, и поэтому мы должны учиться от вас, как использовать все это. Национальный стадион сборной Латвии остается Сконто? Нет, уже с прошлого года он по некоторым параметрам он не отвечает правилам проведения чемпионата Европы. Есть реально проблемы, по-моему, безопасность или что-то типа вроде этого. И национальный стадион – это Даугава. Я просто почему сказал о стадионе Сконто. 3 года назад, играя за Инфонет, мы приехали сюда на товарищескую игру. С латвийской командой, не могу сказать название, не помню, играли на стадионе Сконто. Да? После первого тайма мы пришли в раздевалку и смотрим, что нету ни кошельков, ни телефонов. Ах, это были вы? Да. Что ж вы не сказали, если бы вы знали, что это мы, может быть, все было тихо. В любом случае, после первого тайма игра остановилась. Потому что, печально, да, естественно, да, и тогда вот мы подумали, ну как же так, да, то есть для меня вот этот стадион Сконто олицетворял все, то есть мы приезжали, как вы сказали, в этот холл рядом располагающий стадион, это было что-то такое из области фантастики, и вот сейчас мы видим, когда в Таллине построили Элькок-арену, да, холлы строим, и Латвия сосед, вот имеет такие проблемы, но я очень надеюсь, что, как то есть вы сказали, вы поняли, что да, крах латвийского футбола. Мы не поняли, да, было конец. Очень просто жалко, потому что для меня лично 90-е годы, начало 2000-х, всегда, если мы говорили о Прибалтике, мы говорили в меньшей степени о флоре, хоть я и живу в Эстонии, да, то есть Сконто это был топ, да, Сконто это был пример, и все стремились, скажем, быть как Сконто. Александр Петрович, сейчас вы работаете в Федерации футбола Латвии. Скажите, пожалуйста, какую должность вы занимаете? Ну, я работаю в отделе национальных сборных Латвии, и у меня такая позиция — директор национальных сборных Латвии. В ближайшие 5 лет, мы уже говорили об одном очень талантливом футболисте, в ближайшие 5 лет мы увидим игроков латвийской сборной в топовых лигах? Ну, мне трудно сказать. Мы же здесь долго разговаривали, что нужно много трудиться, много работать. Конечно, должна быть и удача, должен быть момент, игра, которую надо вот для игрока выиграть. И тогда ты идешь наверх. Или ты пропустил свой шанс, и ты падаешь. Я надеюсь, что будет хорошие игроки у нас. Сейчас у нас такая, мне кажется, вот эта вот яма, мы закончили чисто вот такую на уровне президентов и руководства федерации. Сейчас новый тренер, а новый тренер это всегда новые надежды. Он у нас свой местный специалист, который прошел, ну, условно говоря, из маленького города, из маленького клуба полулюбительского, он довел его до Еврокубков в одном клубе в Елгове, до Еврокубков, и там играли. И работал несколько лет У-21, знает всех игроков очень хорошо, молодых, и вот у него будет сейчас возможность. Я надеюсь, что только и в том числе через игры сборной можно себя и показать, и развивать свое мастерство. Есть ли то, мы говорим о футболе, о чем вы жалеете, или, может быть, вы бы сделали по-другому? Я говорю, может быть, о сборной Латвии, о Спартаке, какие-то моменты, где спустя годы вы думаете, надо было сделать вот так. Где-то надо было, может быть жестче, или убрать того игрока, или
поменять пол команды, ну или вообще организационную работу поменять? Было ли Это такие? такой хороший вопрос, но мне почему-то сразу ответ такой, что работая в сборной, или в паузах между работой в сборной, я работал на каких-то должностях, ну, директора Сколнта, я помню, где. И я жалею, может быть, что я где-то 3-4 года из своей такой тренерской активной карьеры я упустил. Лучше бы я работал с клубом, потому что именно в клубе, в принципе, можно сделать игрока. Только в каждодневной работе можно сделать игрока. То есть его нагружать, восстанавливать, учить, ругать, хвалить, я не знаю, все, играть с ним, получать там поражения обидные, и тогда можно его развивать, и он тогда у тебя будет играть в топ-чемпионатах. Вы следите за российским чемпионатом? Да. «Спартак» по-прежнему ваша любимая команда? Смотрю, конечно. У меня много друзей, и в России в том числе, один, он так обижался, он говорит, как же так, «Спартак» народная команда, а я за ЦСКА болею, а мы что, не народная команда? Напоминаю, что сегодня в гостях у меня был человек, который олицетворяет лицо латвийского футбола, человек, который работал в московском «Спартаке», вывел сборную Латвии в 2004 году на чемпионат Европы. Александр Петрович Старков. Александр Петрович, огромнейшее вам спасибо за то, что вы организовали по нашей просьбе эту встречу, за то, что мы находимся в стенах этого здания, мы слышим, наверное, подрастающее поколение, о котором вы говорите. Звезды. Да, главное, чтобы не зазвездились. Да, главное, чтобы все было под контролем. Но я надеюсь, если вы работаете в федерации, то обязательно там все будет под контролем. В любом случае, удачи вам лично, удачи латвийскому футболу, удачи футболу Балтии, но и всем молодым футболистам. И будьте здоровы и играйте в футбол. Всего доброго.